Производственный и социальный инженер, футуролог и дизайнер, человек, вошедший в историю как основатель организации «Проект Венера», который занимается внедрением и реализацией подходов для всеобщей автоматизации, перехода ко всемирной ресурсоориентированной экономике, что позволит достичь мирной, устойчивой, постоянно и стабильно развивающейся глобальной цивилизации. Биография. Корни Жака Фреско происходят из Турции, по национальности относятся к евреям. Его родители, Исаак и Елена, эмигрировали в США в начале XX века. 13 марта 1916 года родился будущий изобретатель и исследователь. Первоначальная родина, заложившая аспекты его дальнейших представлений о мире, его правилах и устоях, сосредоточилась в Бруклине, Нью-Йорк. Именно там в голове юного инженера зародились еще неосмысленные идеи проектов, которые послужат началом нечто большего. Монументальная архитектура одного из самых знаменитых городов планеты, вроде Бруклинского моста, считавшегося странным и бесполезным сооружением из-за использовавшегося сплава стали, вместо привычного допотопного чугуна определила направление мыслительных познаний совсем юного Жака. Расовое разнообразие населявших улицы Бруклина людей также заложило первые кирпичики дороги к интересу социальных механизмов, что управляют обществом. Преобладание в этой области афроамериканцев, обуславливавшее некоторые разногласия с остальной частью населения, определило в сознании Жака явные отклонения курса американского общества в частности и всего человечества в целом на пути к универсальному функционированию и мирному сосуществованию. Царившие после депрессии, расколы, кризисы как экономические, так и внутричеловеческие, еще больше побуждали в его голове вопросы о сущности такого поведения людей и их скованности. Людьми владеют деньги, материя, созданная ими же, но никак не они сами. Дедушка Жака приучает его к самообразованию, что сыграет немаловажную роль в познании им окружающего мира и его процессов. В подростковом возрасте он отказывается присягать американскому флагу, аргументируя это тем, что он лучше даст присягу планете, чем обозначенному государством куску земли. Директор разрешает ему обучаться самостоятельно, но регулярно отчитываться, однако вскоре после его кончины новое руководство вводит свои правила. Тогда Жак окончательно решает бросить школу. Он бродит по аэропортам и увлекается рисованием различных объектов, которые приходят ему в голову. Вдохновляясь архитектурными сооружениями, идеями других людей и природой, он исписывает альбомы вдоль и поперек, задумывается над их реализацией и мечтает изучать все вокруг. Фреско проектировал также и более универсальные разные морские суда, крейсеры, обычные небольшие яхты и даже авианосцы. В аэропортах он наблюдал за самолетами, как они взлетают и приземляются, ждут нового полета в ангарах, как их округлая форма, напоминающая обтекаемость дельфинов, позволяет достичь хорошей скорости и уменьшить сопротивление ветра. Это немаловажный момент, так как дальнейшие его изобретения, касающиеся транспортных средств, да и просто зданий, имеют схожую структуру. Вышеупомянутый директор Жака, взглянув на потрясающее воображение чертежи, порекомендовал ему встретиться с популярным в то время инженером и архитектором Ричардом Фуллером. В ходе состоявшейся беседы мышление юноши приняло новую точку невозврата. Узнав много нового от человека с инновационными взглядами, он обрел более четкое понимание и представление своих стремлений. Получив от дедушки познания по эволюции, с каждой прочитанной на эту тему книгой он все больше сомневается в смысле и эффективности религии. Он задает много вопросов, на которые другие люди не могут ответить, либо отмахиваются рукой. В 30-х он путешествует по стране автостопом и посещает заседания социалистов, технократов, гуманистов, нацистов, коммунистов, фашистов, а также интересуется восточной философией. Уже в то время он понял, что люди не могут прийти к чему-то единому и слаженно взаимодействовать. Они крепко держатся за устои идеи, которые не отражают сути хорошей жизни в обществе и государстве. Тогда он не понимал, почему люди так усердно стремятся к вражде, создавая новые и новые объединения. Они хотят лучшей жизни, но идут в противоположном направлении. Как-то прогуливаясь с друзьями, Жак наткнулся на выходящего из театрально-концертного зала Radio City Music Hall Альберта Эйнштейна со своей сестрой. Молодой Фреско подбежал к нему и стал расспрашивать о возможной встрече, на что знаменитый ученый любезно согласился. В день встречи Жак задал сотни вопросов, но и это было не все, о чем он хотел узнать. В ходе уединенной беседы он поинтересовался о гармонии, в которой сосуществуют живые организмы. Хищники поедают других, более слабых, животных. Например, крысы за счет насекомых поддерживают популяцию крыс.
Но его волновало, что касается самих насекомых. Тогда Альберт принес воду из лужи с заднего двора и положил под микроскоп. «Все находится в противоборстве», — сказал ученый. «То же происходит и в человеческом организме. В океане большая рыба поедает малую. Этот момент жизни Фреско дал ясно понять свое назначение. Встреча с Альбертом Эйнштейном открыла для него новые горизонты и дала ответы на большую часть заданных вопросов. Но Жак не стремился быть математиком или физиком и стал инженером. Если технология не освобождает людей от рутины, чтобы преследовать более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмыслен. Он конструирует проекты на заказ, работает над своими идеями и разрабатывает образ универсального будущего. Жак Фреско спроектировал новое крепление крыла самолета, а после появилось множество медицинских инструментов, которые были более удобны в использовании и ускоряли хирургическую операцию, что было очень важно для начала XX века, так как в процессе оперирования время было на вес золота. Ему не всегда удавалось патентовать свои изобретения, в основном из-за нехватки средств. Он был таким человеком, который мог отдать последние деньги за материал или детали, чтобы закончить свой проект. Плата за жилье оставалась на последних местах, так что некоторые готовые изобретения продавались на аукционах и патентовались другими людьми. Фреско работал во многих компаниях, несмотря на то, что даже не окончил школу и в связи с этим не имел какого-либо документа об образовании. Однако в этом ему помогли его идеи. Помимо вышеуказанного, Жак изобрел незамерзающее электростатическое оборудование для самолетов, чтобы авиационные крылья работали исправно при любых погодных условиях. Из его головы вышло еще много изобретений, разного рода аэродинамические системы, даже систему безопасности для самолета, но большинство его проектов отклонились ввиду нецелесообразности и непрактичности. Возможно, это были и правда не совсем пригодные для использования механизмы, а может, сыграл и человеческий фактор. В конце 30-х он отправляется на острова Туамоту, дабы сбежать от разногласного общества и погрузиться в культуру местных аборигенов. Наблюдая за абстрагированными от более развитого мира жителями островов, он заметил, что они работают для всей общины, а не только ради своего выживания. Если кто-то поймал рыбу, он делится со всеми. Те люди жили вместе, а не по отдельности, благодаря чему сохраняли общий дух населения. Однако в сезоны неурожая, из-за засухи или по другой пагубной причине, каждый стремился к собственному существованию, прятал еду, которую нашел, либо добыл сам, враждебно относился к соплеменникам и устраивал конфликты. Из этого Жак заключил, что дефицит сильно влияет на человеческое поведение. Это не эгоизм, а личное желание выжить самому, не говоря уж о целом племени. Из-за страха остаться ни с чем, люди пытаются нарастить собственное имущество, собрать побольше вещей, которые, как они думают, помогут им спастись от бед или хотя бы не умереть. Через пару лет начинается Вторая мировая война, и его призывают в армию. Тогда он также продолжил работать над изобретениями. В частности, он трудился над авиаперевозчиками для транспортировки необходимых ресурсов другим странам и армии. Жаку даже удалось спешно запатентовать радикальное крыло переменного прогиба, позволяющее пилоту регулировать толщину крыла при наборе высоты и во время полета, что увеличивало скорость разгона и улучшало маневренность в воздухе. Вас делают похожими, чтобы управлять вами. Когда начинается война, вас превращают в патриотов. Однако можно представить 24-летнего инженера, который хочет изменить мир под военным руководством, который имеет совершенно иной набор ценностей. Из-за недисциплинированности его демобилизовали, и он отправился домой. После своей работы в Центре реабилитации неблагополучных слоев населения, путешествия по островам, войны, Жак понял, что человечеству нужны преобразования, изменения, которые привнесут совершенно новую форму социального мира. Следующим этапом в его жизни стало создание дома будущего Трент Хоум. Он представлял из себя конструктор, который легко собирался практически без инструментов. Окна и стеклянные выдвижные двери просто вставлялись на защелках. Сам дом состоял в основном из алюминия, что обеспечивало его быструю сборку и минимальные затраты на производство. Однако данный проект оказался не универсален, так как на территории США возможны сильные ветры и даже ураганы, поэтому алюминиевый дом в такой ситуации становится коробком спичек. Несмотря на свои недостатки, трендовый дом собирает с рекламных показов, организованных Warner Bros. Хорошие по тем временам деньги, большая часть из которых идет на спонсирование сообщества предотвращения раковых заболеваний. Данной работой заинтересовался продюсер Джек Мосс.
Он предложил Фреско разработать кинопроектор, проецирующий трехмерное изображение без использования очков. Жак не сомневался, что сумеет осуществить задачу, так как работа сочетает в себе взаимодействие различных линз и света, его преломление, а это физические явления, с которыми цель была предельно ясна. Уже наученный с частными заказами, которые таят подводные камни, Фреско намеренно не доделал проектор, чтобы выбить дополнительное финансирование. Он делал это не только исходя из собственных нужд, но в первую очередь он был сосредоточен на реализации других своих идей, которые требовали денежного вложения. Однако Мосс отказался давать деньги сразу и попросил его доделать проектор и позвонить по завершению. Но Жак так и не позвонил, а проект остался пылиться на полке и не был закончен. Он пишет книги и устраивает лекции от лица своей корпорации «Социокибернетика», суть которой заключалась практически в том же, чем занимается проект Венера. С 1976 года он сотрудничает с Роксаной Медоуз, которая исполняла роль менеджера и курировала организационные процессы, также всячески помогала Жаку, когда он уже был в глубокой старости. Социокибернетика расформировывается, Роксана и Жак перемещают свою деятельность в город Винус, Флорида, где был приобретен земельный участок, на котором они построили первые дома будущего, уже не имеющие ничего общего с трендовым домом. В 1994 году Жак Фреско учредил некоммерческую международную неправительственную организацию «Проект Венера». Жак Фреско скончался во сне 18 мая 2017 года, прожив 101 год. Жак написал и другие произведения на смежные темы, но именно эта литература является основным пластом идей, мыслей, информации о тех самых преобразованиях общества, что улучшат жизнь человечества в будущем. Жака Фреско считают человеком, родившимся не в то время, человеком с инновационными идеями, обгоняющими развитие человечества на сотни лет вперед. Есть скептики, приверженцы, фанаты и ярые противники его идей. Он не раз высмеивался за утопическое мышление, критиковался из-за того, что, согласно его представлению будущего цивилизации, всем будет управлять искусственный интеллект. Однако нельзя отрицать влияние его хоть таких и далеких от нас сейчас идей, но таких, к которым нужно стремиться всем.